Летняя вечеринка гремела на всю улицу. Музыка била по ушам, стены дрожали от басов, разноцветные огни мелькали по лицам гостей. В воздухе стоял запах коктейлей и табачного дыма. У самой стены стояла девушка, Кира, одетая просто, светлый топ, джинсы, стакан воды в руке. Она не танцевала, не пыталась привлечь внимание. Но внимание само нашло ее. Из-под рукава виднелась татуировка, изогнутая морская волна, пересеченная лезвием кинжала. «Эй, гляньте!» — громко сказал Майк, уже навеселе. «Что это за каракули? Наверное, набило в подвале за пару баксов». Толпа засмеялась. «Точно!» — подхватила Эмма, поправляя блестящие серьги. «Похоже на логотип детской секции по плаванию». Смех стал громче. Люди оборачивались, желая увидеть новую жертву. Но Кира не отвела взгляда. Она смотрела прямо, спокойно, как будто этот шум до нее не доходил. На губах мелькнула тень улыбки, не насмешливая, а почти усталая. «Что, язык проглотила?» Майк подошел ближе. «Или сама не знаешь, что это значит?» Она молчала. Только глаза, холодные, уверенные, заставили его на секунду сбиться. Но гордость не позволила остановиться, и он рассмеялся, чтобы скрыть растерянность. И вдруг музыка будто стихла. У входа появился высокий мужчина в темной форме. Шел уверенно, как человек, привыкший к дисциплине и власти. Толпа расступалась сама собой. Его лицо было суровым, взгляд прямым, будто прожигающим пространство. Он остановился в центре зала и сразу посмотрел на Киру. На ее плече светилась та самая татуировка. Волна и кинжал. Тишина накрыла комнату. Смех оборвался. Майк и его друзья замерли, не понимая, что происходит. Командир сделал несколько шагов вперед, и его каблуки звучали громче музыки. Он подошел к девушке, посмотрел на ее плечо, потом прямо в глаза. Несколько секунд, только они двое. Затем он выпрямился, коснулся рукой кителя и медленно поднял руку к виску. Он отдал ей честь. Зал застыл. Люди не верили своим глазам. Кира слегка кивнула в ответ, спокойно, с достоинством, будто этот жест был не неожиданностью, а долгожданным признанием. Командир заговорил. Его голос был низким, твердым. «Это не просто татуировка. Это знак тех, кто прошел через миссии, о которых вы даже не услышите. Тех, кто спасал жизни, теряя своих. Для нас это не рисунок. Это клятва». Его слова легли на зал, как холодная волна. Смех исчез. Никто не двигался. Майк стоял бледный, руки в карманах. Эмма опустила глаза в пол. Их насмешки обернулись тяжелым стыдом. Командир еще раз взглянул на Киру, отдал честь, теперь тише, почти по-дружески, и повернулся к выходу. Люди расступились перед ним. Музыка снова заиграла, но уже казалась пустой. Никто не смеялся. Никто не осмелился подойти к Кире. Она стояла у стены, спокойная, гордая, с тем самым знаком на плече, символом, смысл которого они, простые зрители, не смогли понять. Теперь каждый из них знал. Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И есть люди, перед которыми даже гордость должна склонить голову.